Привет, друзья! Чтобы украсить праздничное чаепитие, предлагаю приготовить вот такое вкусное печенье. Готовить такие грибочки очень просто. Ничего не нужно склеивать, шляпка выпекается сразу же с ножкой. Яйцо необходимо разделить на белок и желток. Желток кладу в миску, добавляю сахар и сметану. Все перемешиваю до полного растворения сахара. Пока отставляю смесь в сторону. В отдельную миску всыпаю муку, соль и ванилин и разрыхлитель. Все перемешиваю. Кладу кусочки холодного сливочного масла и руками перемешиваю до крошки. И сюда вливаю яично-сметанную смесь. Перемешиваю немного лопаткой. А затем замешиваю тесто руками. Если тесто будет липнуть, то добавьте еще немного муки. Если наоборот рассыпается, добавьте немного любой жидкости. Делю тесто на две равные части. Одну половинку сразу же убираю в холодильник. Вторую часть теста слегка разминаю и к ней добавляю какао и немного молока, буквально чайную ложку. И все хорошо перемешиваю. У нас получилось шоколадное тесто. Его тоже кладу в пакет и убираю в холодильник примерно на 20-30 минут. После охлаждения раскатываю сначала светлую часть. И делю тесто на 6 частей. Все то же самое проделываю и с шоколадным тестом. Раскатываю и делю на 6 частей. Из каждой части скатываю шарик. Старайтесь сделать так, чтобы все шарики были аккуратными, без заломов и трещин. Накрываю заготовки, чтобы не заветривались. Сначала сделаем ножки грибов. Для этого беру шарик светлого теста и одну часть у него немного сужаю. И ровным, уверенным движением делю тесто на две части. Получилось две ножки для двух грибочков. Их поправляю и придаю нужную форму. Кончик ножки опускаю сначала в белок, а затем в мак. И аккуратно выкладываю на противень, застеленной бумагой для выпечки. И теперь шляпки. Здесь еще все проще. Просто беру шарик шоколадного теста и делю его на две половинки. Беру шляпку и плотно соединяю с ножкой.
Соединить их нужно очень хорошо, чтобы после выпечки шляпка не отваливалась с ножки. Чтобы хорошо все скрепилось, можно даже низ шляпки и верх ножки смазать или белком, или просто водой. Выпекаю грибочки в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 15-20 минут. Достаю и даю грибочкам полностью остыть на противне. Вот такие замечательные боровички или подберезовики у нас получились. Такое печенье понравится всем, и взрослым, и детям. Его также можно подарить на новогодние праздники. Грибочки будут отлично сочетаться с шишками и ежиками. Рецепты печенья, ежики и шишки вы найдете на канале. Печенье-грибочки не только красивое, но еще и очень вкусное. Друзья, желаю вам удачной выпечки, всего вам самого доброго и до встречи в новых видео.